Мы можем долго аплодировать, пока он идет. Так, как назад? Ага. Коллеги, всем добрый день, давайте знакомиться. Меня зовут Максим, я руководитель группы в рекламном агентстве ProContext. И сегодня я к вам пришел, чтобы поделиться нашим подходом к оценке эффективности CPM-программатиков, не CRM, CPM-программатиков. И сделать я это хочу на примере магазина, который вы все знаете, магазина, который вы все любите, магазин косметики и парфюмерии из ДБТ. Я расскажу и про проблему, с которой мы столкнулись, и про решение, которое нашли, и про результат, который получили. Итак, если у вас по какой-то причине, особенно работая в агентствах, мало своих, то, пожалуйста, внимание на нашу проблему. Наша проблема звучит так: нестабильный объем инвестиций в бренд-перформанс-продвижение. На самом деле мне формулировка эта не очень нравится, но как я ее не крутил, как я ее не вертел, она все равно не передает той боли, которая испытывает команда, когда это происходит. Я постараюсь ее частично передать. Когда коллеги не едят, не спят, Лера, просто живи. Когда переделывают баннеры, согласовывают, пересогласовывают планы, готовят трекинговые материалы, и вот это вот все. И потом случается, коллеги, нам нужно сокращаться. И причина на самом деле может быть абсолютно в разном. Она может быть связана с несоответствием такого финансового показателя, как EBITDA. Может быть какая-то кратковременная негативная динамика. Так или иначе, вопрос уже не стоит даже почему, стоит вопрос что. Что мы будем сокращать, от чего мы будем избавляться? От перформанса, который мы все знаем, понимаем, любим, который логичен, где человек видит рекламу. Он переходит на сайт, он делает покупку, и все видят привычные системы аналитики и далее рапортуют о этих продажах там выше. Или медийку, которая, да, конечно, нужна, она помогает и все такое, но она там где-то кому-то крутится, и агентство откуда-то оттуда из каких-то трекеров приносит пустые продажи. К сожалению, в нашем случае выбор был в пользу первого против второго, поэтому причина нашей проблемы на самом деле вкроется в недостаточности аргументации медийки. И отсюда же вытекает решение, задача. Это нам нужно найти такую аргументацию, которая бы удовлетворила и клиента, и отображала бы действительность. И дальше я хотел бы построить свой рассказ, разделив его на два смысловых блока. Первый — это тот аналитический стек, который, в принципе, у нас был, который на самом деле и у вас есть, скорее всего, и который нам на самом деле не позволял защищать эти объемы. И потом вот эту доп-настроечку, которую мы все-таки внедрили, которая позволяла это сделать. Итак, база базовая. Это наш любимый план-факт. Какой у нас план, какой у нас факт, какая динамика, какой run-rate, какая динамика по дням, по неделям, сравнение программатиков с друг другом, и вот это вот все. Естественно, это у нас было. Далее, доля выкупа. Если вы пользуетесь нормальными трекерами, то у вас есть помимо числа после конверсии еще и все-таки ID транзакции, что это за конверсии. Можно посмотреть, выкупается или не выкупается, соответствует ли это нашим бенчам или нет. И третье — это доля новых клиентов. Ну, соответственно, тоже, понимая ID транзакции, мы можем понять, старичков привлекли или новую аудиторию, насколько это отражает наши ожидания. И вот это вот все нам не позволило. Нам клиент все равно смог задать такой вопрос, на который мы не смогли дать сколько-то внятного ответа, и наше направление сыпется. И вот тут хотелось бы немножечко вас подключить, может быть, сейчас провести небольшой такой интерактивчик. Как вы считаете, что это за вопрос? Напоминаю условия задачи. Мы запустили медийку, хотим получить пост-вью продажи, и получаем пост-вью продажи. У нас, например, в плане 2% ДРР, мы идем с 1%. У нас доля выкупа хотели 80%, выкупаются все. Хотели, чтобы хотя бы 80% было новичков, у нас 100% новичков. И все равно клиент задает этот вопрос. Как вы считаете, что это за вопрос, что здесь может не устраивать? Небольшое лирическое отступление, пока аудитория думает. Хочется отметить, что здорово, что клиент задает такие вопросы, которые создают перед нами новые вызовы и позволяет
профессионально расти. Я действительно считаю, что таких клиентов нужно держаться, их нужно ценить, их нужно любить. Любить, как я люблю Ильда Батэ. Я надеюсь, это привет клиентам, я надеюсь, вы смотрите, если не смотрите, я вам скину потом. Итак, олимпийский, не слышу. Будут у нас какие-то варианты? Выкупаемость? Что вы имеете в виду? Угу. Круто. Да, на самом деле, я не ожидал, что кто-то ответит. Я когда в офисе прогонял, не всегда был ответ. Именно выкупаемость. И как ее можно посчитать? Она это инкрементальность. Выкупаемость, инкрементальность. Что такое инкрементальность? Инкрементальность — это инкрементальные продажи. И тех продаж, которых бы не было, если бы мы не запустили эту рекламную кампанию. И далее я разделил условно на два блока подходы к расчету инкрементальности. Первый блок — это более понятный, экспериментальный, там, где нам нужно заранее подготовиться, какой-то эксперимент завести. И они на самом деле достаточно точные, они сверхточные, но они ресурсоемкие, потому что, чтобы провести такой классный АБ-тест, например, чтобы получить результаты, которые можно положить в основу бизнес-стратегии там, на следующий год, нужно провести очень серьезный АБ-тест с соответствующим дифом, чтобы P-value был в нужном диапазоне. То есть это достаточно трудно. И второй блок — это когда у нас, в принципе, уже есть данные, и мы пытаемся к ним обратиться и по ним выяснить инкрементальность. Если говорить по первому блоку, здесь есть несколько инструментов, не все, которые на рынке существуют, естественно. АБ, в принципе, я думаю, вам ясен, понятен, тут не будем останавливаться. Лифт тоже не будем. Геосплит, например, в Саратове рекламу показали, в Самаре не показали, посмотрели там diff and diff, динамика в динамике, как оно пошло. PSA интересный тоже метод, когда мы показываем одной группе объявления, другой группе объявления, но этой группе мы показываем именно рекламу УТП, а этой мы показываем либо социальную рекламу, или там заглушку белую и так далее. И Ghost ADS, тоже интересная тема. Кратко про нее скажу. Это, например, когда описать ее удобней именно такой через офлайн аукцион из фильмов с табличками. Например, заходят две группы аудитории на аукцион. Одна принимает участие, что-то голосует, что-то ставит, что-то выигрывает, что-то проигрывает, уходит. Вторая просто приходит, посидела и ушла. Но так как мы, в принципе, находимся в диджиталке, то вот это вот посидела и ушла так не работает. Мы можем посмотреть, куда она пошла. Мы это используем для того, чтобы рассчитать инкрементальность на имиджи, ну, на поиски имиджевого трафика. Стоит нам платить, условно говоря, поисковой системе за эти показы или нет. И второй блок, там, где мы обращаемся к какой-то текущей методологии. Начать хотел кратко расскажу про Meridian. Это гугловский инструмент, который появился в декабре 2024 года, достаточно свеженький. Дает примерно вот это небольшой скриншотик из отчета, который у нас получается. Это не ЛБТ, это так, не обращайте внимания. В общем, что хотел сказать, как он работает? Он работает по принципу поиска корреляции. Например, вы понедельно загружаете расход по источникам и понедельно загружаете доход всего магазина. И дальше Google начинает искать корреляцию. Он видит, например, что вы увеличили в какую-то неделю расход на телек. Повлияло ли это как-то на общий доход? Увеличили, сократили там на радио или на таргетированную рекламную медиа, на что угодно, и он вот на эти корреляции, для него это сигнал, он из них потом строит вам рекомендацию. Именно с эффективной величиной инвестиций. Мы уже несколько месяцев тестируем этот инструмент, может быть, как-то потом я про него расскажу, пока все-таки рано. И следующий, который мы все-таки используем для расчета инкрементальности, это цепи Маркова. Что такое цепи Маркова? Цепи Маркова — это математическая модель, которая описывает последовательность событий, где вероятность следующего зависит от текущего. Тут, думаю, понятно. На самом деле непонятно. Вот. Давайте попробуем все-таки разобраться. Андрей Андреевич Марков в 1906 году ввел вот эту математическую модель, которую мы сейчас знаем как цепи Маркова. Она получила широкое распространение в разных науках и направлениях, таких как физика, экономика, IT, маркетинг.
Ее используют для решения большого количества задач в разных направлениях. Например, моделирование поведения пользователей в интернете. Например, анализ финансовых рынков, прогноз погоды в том числе. В общем, нам, в принципе, как маркетологам, здесь достаточно знать, что этой штуке доверяют, и ее как бы можно брать в основу. По какому принципу она работает? Давайте вот таким более понятным языком. У нас есть цепочка, где пользователь перешел из А в Б, из Б в С, из С в конверсию. У нас есть вероятности перехода. Например, вероятность того, что пользователь перейдет из А в Б 70, из Б в С 50 и какая-то там в конверсию, неважно какая. Но что будет, если мы уберем вот этот вот Б? Тогда, получается, пользователь должен будет идти из А в С. А какая вероятность того, что он пойдет из А в С? И вот если эта вероятность больше, соответственно, на выходе мы получим больше конверсий. Если эта вероятность меньше, то на выходе мы получим меньше конверсий. Это если кратко просто. Если не кратко и просто, то там сейчас начнутся слайдики. Вот, будьте готовы. Они непростые, я боюсь, до конца не все доберутся, кого-то мы потеряем уснувшими, но тем не менее, давайте попробуем. Просто о сложном. У нас здесь два клиента. Клиент номер 1 — одна цепочка, клиент номер 2. В дальнейшем мы будем оперировать тремя показателями. Сейчас мы их сразу введем, их проговорим, и в дальнейшем мы будем вычислять по ним. Первое — это общее количество переходов. Циферками поставил — это общее количество переходов всех клиентов. В принципе, тут легко. Далее, это единичные переходы. Что такое единичный переход? Это переход из А в Б, из Б в А, из Б в конверсию. У нас их 3. И третье, сейчас, смотрите, будет action. Оп. Вот так вот. Это мы дополнительно разделили, посчитали количество переходов внутри группы единичных переходов. Итого, что мы имеем? Мы имеем также все 5 наших переходов, 3 единичные группы и количество переходов в каждой единичной группе. И вот с этим всем добром мы отправляемся с вами в удивительное путешествие по цепям Маркова. Считаем вероятности. Очень просто. Следующим образом. Мы просто делим количество переходов в рамках единичной группы на общее количество переходов. Здесь у нас 2 делить на 5 — 40. И возводим проценты. 1 разделить на 5 — 20 и так далее. Далее мы делаем матрицу. Не пугайтесь, она внешне похожа просто на таблицу умножения. У нас есть что-то по горизонтали, есть не что-то, а источники наши, и источники по вертикали. На их пересечении у нас вероятность совершения конверсии. Мы ее таким образом добавляем. И далее, сейчас будет немножечко, может быть, больно, матрица начинает на себя перемножаться несколько раз. Мы ее возводим в 50-ю степень для того, чтобы исключить влияние случайных переходов. У нас получается вот такая вот прекрасная матрица. Так, проверочка небольшая, все тут, да? Что происходит дальше? Дальше мы начинаем потихонечку по очереди каждый источник из нашей матрицы исключать и ее пересчитывать. Например, мы исключаем источник B. И смотрим, как изменилась процент вероятности конверсии вот на пересечении двух конверсий. Оно стало 95. В базовой матрице у нас 100. То же самое делаем с источником А. Чик. У нас она стала 5%. То есть, убрав источник А, мы из вот 100% всех наших конверсий получим только 5. Дальше мы вводим четвертый показатель, который я сейчас проговорю. Он называется removal эффект или эффект удаления. Для чего он нам нужен? Для того, чтобы как раз рассчитать объем инкрементальных продаж в дальнейшем. Считается достаточно просто. Мы вот эти 95%, которые получили в новой матрице, делим на 100% в базовой матрице и вычитаем единичку. И то же самое делаем для каждого источника. Здесь у нас получилось 5. Мы получаем числовое значение, да, не проговорил, получаем числовое значение, которое впоследствии мы распределяем в процентном выражении. У нас здесь получается 5%. Здесь получается 95%. Так, и итого. Вот уже мы из путешествия вернулись, у нас уже табличка, мы уже дома привыкли все к табличкам. Что мы здесь видим? Мы здесь видим уже как минимум знакомые слова, там что-то имидж, смарт-баннеры, галерея.
Мы здесь видим вот этот сырой removal, это именно числовое значение, и дальше его процентный эквивалент. Соответственно, как мы получаем здесь инкрементальные конверсии, то есть, опять же, те конверсии, которые мы бы потеряли, если бы этот источник убрали. Мы просто перемножаем вот этот removal эффект процентов на наш total продаж за весь период. И получаем значение. Сейчас я кратко расскажу про архитектуру таблички, которая здесь, а потом мы поговорим про вот цифры конкретно, да, какие-то выводы. Это небольшой кусочек таблички, который получается. Я его просто подсобрал, чтобы вам как бы удобнее было рассказывать. Назвал инструменты более человеческим языком, а не как там в компании написано. Что у нас здесь есть? Что у нас появилось? У нас здесь появился объем инкрементальных конверсий, цифры реальные, просто период мы как бы здесь не транслируем. И у нас, учитывая, что у нас есть понимание, в принципе, расхода на этот источник, на эти компании за период, мы можем и считать и CPO, и DRR, и что угодно. На самом деле, здесь у нас есть CPO, но нам клиент согласовал это показать именно в процентном выражении. То есть здесь он посчитан так, как CPO имиджа, разделенный на CPO средний по этим инструментам. То есть чем меньше, тем лучше, чем больше, тем хуже. Собственно, вот давайте попробуем посмотреть, какие результаты у нас получились. Они на самом деле очень интересные. То есть мы удивились. Я думаю, сейчас даже, наверное, Cooltouch, который смотрит, думают такие: о, ничего себе. Вот. В общем, у нас есть топовый наш инструмент, который мы все знаем. Это имиджевые брендовые запросы на поиски. Он, как всегда, работает лучше всех, но у него есть один недостаток, который мы все знаем, его невозможно масштабировать. Следующий по CPO у нас как раз идет Cooltouch. То есть инкрементальный CPO у Cooltouch самый низкий, не считая имиджа. Если брать объем тех продаж инкрементальных, которые мы потеряем, если отключим Cooltouch, он чуть-чуть уступает смарт-баннерам, на самом деле, не так много. В целом, когда я на эти результаты смотрел, готовил презентацию, я вообще понял, что мы немножечко недоинвестировали. В Cooltouch можно было увеличить. И Cooltouch точно лучше, чем галерея, чем RDSA, чем DSA. В принципе, вот такие вот результаты мы получили. Что они нам дали? Они нам дали возможность более основательно оптимизировать наше размещение. То есть в основу нашей оптимизации класть математическую модель. И, конечно, мы смогли убедить нашего клиента сохранить направление. То есть когда ты говоришь клиенту не просто давайте крутить медийку, ее крутит, она классная, а когда ты говоришь, вот не будешь крутить, потеряешь столько. Это немножко по-другому работает на принятие решений. Почему, мне кажется, это важно? Почему, мне кажется, это интересно? Почему мой профессиональный фокус сейчас направлен в этом направлении? Давайте представим, давайте пофантазируем, что мы научились быстро и точно считать прогноз инкрементальности. То есть мы можем клиенту сказать: послушай, вот ты тратишь 100 рублей каждый месяц на этот источник, но если ты перестанешь тратить, ничего не поменяется. Эти же продажи, если они с него были, они перетекут в другие источники. А вот здесь ты тратишь 10 рублей, но если потратишь 100, то заработаешь миллион. По-моему, ценность этого очень высокая. Это как если смотрели фильм «Назад в будущее», там была книга с результатами спортивных событий, которые будут вперед, где тебе достаточно просто посмотреть на результаты, взять деньги, положить их и гарантированно получить прибыль. Поэтому, подводя какую-то черту всему вышесказанному, закончить свое выступление хотелось бы цитатой. Цитатой великого американского мыслителя Майка Тайсона. Everyone has a plan until they get punched in the face. У каждого есть план, пока он не получил по лицу. Коллеги, когда, несмотря на всю успешность наших медиапланов, случается вот этот вот профессиональный a punch in the face, давайте держать этот удар, давайте считать инкрементальность. Спасибо.